наткнулись на один дом. И этот дом нас поразил, когда мы поднялись на самый верх. Вы сейчас просто обалдеете. Вы просто прозреете. Вы посмотрите на это. А? Каково? Это двухъярусные квартиры. И было как бы несколько в Припяти, в нескольких домах. Часть из них уже показывали, но вот эти квартиры еще не показывал никто. Это просто бомба. Блин, и причем тут реально можно залезть нормально, зайти на второй этаж. Я в шоке. Вот лестница в нормальном относительно, ну, насколько это возможно, состоянии. Но что меня еще удивило, так это камин, ребята. Это просто бомба. Камин. Камин декоративный, как я понял. Люди его сделали сами, но он есть. И здесь вот под лестницей у камина так вот оббили, как бы, короче, сделали такой уголок. Даже, знаете, вот я думаю, когда он был, ну, выглядел хорошо, как бы, да, не так, как сейчас. Это было что-то вот такое аристократическое в этом что-то было. Ну, по крайней мере, аристократическое в видении советского человека, скажем так. То, как это видел советский человек. Причем сама квартира, вы посмотрите, какая дверь. Обалдеть, какая лак в идеале просто. Посмотрите, какая дверь. Я в шоке. И вот еще рядом тоже. Это уже двери в этот самый, в кладовочку. Ну, здесь был санузел. Санузел. И смотрите, в санузле какая надпись. Если ты не моешь рук, ты бациллам лучший друг. Это класс. Это просто класс. И рисунок, блин. А, так тут еще и рисунок. А ну-ка, подсветим. Смотрите, здесь это какой-то странный чувачок. Это не то мышонок, не то лягушонок. Это как будто мышонок с личиком лягушонка какого-то, что ли. Непонятный чувачок. Но, походу, очень позитивный. И он всецело выступает за то, чтобы мы с вами мыли руки. Сидит он на горшочке, кстати. Да, такой вот был санузел. Умывальник валяется в стороне. Так это был... Стоп. А где ванна была тогда? Я что-то не пойму. Если здесь мыли руки и ходили в туалет, а где же они купались? Интрига, братцы, интрига. Зацените роспись на двери. Это можно было бы назвать витражом, но на самом деле это не витраж, если уж быть точным. Но насколько я понимаю этот вопрос, это не совсем витраж, это скорее роспись, но очень красиво. Такая чистая, это я вот на кухне, получается, нахожусь. И это вот чисто в кухонном стиле таком. Роспись. Кухня, конечно, в удручающем состоянии находится. Вот такая вот кухня. Видите, в ней не сохранилось буквально ничего. Только одна мойка у стены, и то сам рукомойник поставили отдельно. Зачем-то вывернули его. Но пошли искать, во-первых, ванную, а во-вторых, я уверен, вы, как и я, очень хотите попасть на второй этаж. Я думаю, самое время. Так, ну что, рискнем. Лестница, конечно, не знаю, она вызывает опасения, но я думаю, что, надеюсь, что она не провалится. Что, Лена, ты со мной? Ты герой? Смотрите, как сохранилось еще, блин, лак. Лак, блин, целый, я в шоке. Лак целый. Лакировка. Потолок здесь тоже сделан, как ступеньками, чтобы головой не удариться. Я причем думаю, что, возможно, здесь даже был, ну, вот так вот, как бы, какой-то был деревянный, ну, короче, досками было. Это просто доски повытаскивали. А вот, кстати, ага, да, вот этот вот железный каркас, он был, получается, над головой. Просто здесь он уже отогнулся. Он был над головой, и в этом каркасе, очевидно, были какие-то, ну, как подвесной потолок. Это каркас подвесного потолка. Так, ну что, движемся аккуратно. Аккуратно. Вроде держит она меня. Если меня держит, значит и Лену выдержит. Главное, братцы, аккуратно.
Главное, братцы, осторожненько. Такс. Вот мы и на втором этаже. Фу, однако. Кладовка здесь. Вот такая вот кладовочка. И там внутри еще стеллаж сохранился. Такс, а это походу... Да, здесь была ванная. Вот. Здесь была ванная. Очевидно, вот труба для стока. Вот полочки. Батарея. Да, здесь была ванная. Ванную, конечно же, украли. Это как бы для Припяти это неудивительно. Тут наоборот. Удивительно, если встречаешь ванную. Особенно в некоторых микрорайонах, так это вообще... Просто заранее знаешь, что ванны не будет. Ни в одной квартире практически. Смотрите, какая стенная ниша. Это было нечто вроде гардероба. Как я понимаю, нет. Стоп. А, ну да. Да-да-да, это что тут лестница проходит. И вот эти вот ступени, они как бы, получается, над лестницей идут. И здесь была такая большая кладовка. Кстати, даже сами ступени, смотрите, видите, вот сделали так, как бы творчески подошли. Это что-то типа холста, не холста, ну, короче, какое-то покрытие с рисунком. Вот такая кладовочка. И еще один балкон. То есть один балкон на первом ярусе, а один балкон на втором. Слушайте, ну квартира, конечно, просто бомбическая. Просто бомбическая квартира. Причем я слышал, что квартиры двухэтажные давали многодетным семьям. Ну, я слышал это от бывших жителей Припяти. Кстати, вот здесь вот такая комнатка еще была. Я так думаю, здесь была детская. Может быть, спальня родителей. На втором ярусе. Что там, Лена? А Лена не спешит. Лена, что, ты идешь на второй? Ты приколишься сильно. Нет, нормально. Она меня выдержала, значит, и тебя выдержит. Ну, такое, да. Такое. Это точно. Да, квартирка просто зашибись. Ты думала, там на третий этаж выход? Я тоже сначала подумал, что там еще и третий ярус. Нет, это просто кладовка. Это же, получается, здесь лестница под этими ступенями. Так ты приколись, здесь второй балкон есть. То есть один на первом, а один на втором, получается. Не, ну говорили же, помнишь, он говорил, что тут многодетные жили, да. Очень грустно, что, блин, видите, как протекает все. И оно постепенно разрушается. Очень печально это все, конечно. Зацените, братцы. Тут с первого балкона на второй ведет лестница вообще. Лестница. То есть они между собой сообщались. Я представляю, как весело здесь было жить детям. Это же бесконечное пространство для игр. Мало того, что двухъярусная квартира, так еще и двухъярусный балкон у тебя с лестницей. И обалденный вид. Здесь же детская площадка, вот мы проходили только что. То есть вот этих всех зарослей, этой бесконечной чащи, этих джунглей не было. Здесь была детская площадка, парковая зона. Здесь было очень круто, конечно. Очень классный был вид.
Да, мне тоже показалось, что можно провалиться, но, по-моему, нормально. Там же под досками бетон еще снизу. Ну что, друзья мои, как вам? Как вам двухъярусная квартира? Я лично под впечатлением. Если вам понравилось, обязательно поставьте лайк. А мы сейчас пойдем дальше и попробуем найти еще таких квартир. Я думаю, в этом доме должны быть еще они. По крайней мере, хотя бы одна должна быть. Так, друзья, мы идем искать дальше квартиры. И похоже, я одну нашел. Еще одну двухэтажную. Здесь же она рядом. Значит, вот такая кухня. Частично выложила кафелем. Там Лена идет дальше за мной. Так. Кухня. Мебели нет, но кафель, удивительно, кафель сохранился весь. Идем дальше. Идем дальше. Ванна. Ванна. В офигенном состоянии. Вот, смотрите, какая ванна. Конечно, облупилась краска. Но что очень удивительно, это то, что она вообще здесь есть. Потому что нигде обычно, в этих домах ванны не сохранились. Братцы, а вот, собственно, гостиная как бы. Из нее ведет лестница на второй этаж. Гостиная просто в ужасном состоянии. Все сгнило, и лестница сгнила тоже. То есть там вместо ступенек просто дырки вообще. Поэтому подниматься на второй этаж, как бы подняться надо, но подниматься мы будем через балкон. Пол здесь выглядит вот так вот. Вы посмотрите, как все прогнило. Это просто мрак вообще. Значит, под лестницей была кладовочка. Не так, как в той квартире, аристократический уголок. Здесь была кладовочка. Сама лестница, ее, можно сказать, нету уже. Все, лестница упала. По лестнице здесь не подняться. Там вообще дыра вон. Я по лестнице лезть не буду. Я пойду через балкон. Полезу. Так. Балкон как балкон, собственно. Ничего особенного. А вот лестница вверх. Вот она. Такс. Я пытаюсь, понимаете, все делать в кадре. Причем мне немножко неудобно, конечно, все. Одной рукой еще держать камеру. Но я стараюсь. Так. Тоже лезешь? Лена, конечно же, как настоящий индеец, тоже полезет исследовать новые места. Здесь, конечно, мрак и ужас. Здесь просто мрак и ужас. Просто жесть. Вы посмотрите, во что превратилась эта, дверная рама, вот эти вот плиты, пол. На полу вообще уже иная жизнь, просто иная форма жизни зародилась. Кстати, смотрите, какое раскладное кресло. Оно в разложенном состоянии с тех самых пор. Так, посмотрим, что там Лена. Все нормально? Что-то подержать? Тут столько солнышек. Кого? Солнышек? Да. Каких солнышек? Тут такая ванна, Лена. Тут пол прогнил полностью. Тут можно провалиться аккуратно. Ступай только вот где... видишь, такие выпуклости. Это значит, что там доски идут. Несущие доски. Братцы, вы посмотрите, какая царская ванная. Какая ванная роскошная. Мало того, что сама ванна сохранилась, так еще и комната в идеале просто. Вот не хватает только одной единственной плиточки. Все остальное на месте. Естественно, нету кранов, но на это и рассчитывать не приходится, что они останутся. Но вот, смотрите, все на месте. Ванна какая большая. Снизу у нас была сидячая ванна. Здесь у нас полноценная лежачая. Рукомойничек, умывальничек. Очень круто. Я прямо удивлен ее состоянием. Вот такая вот комната еще на втором этаже.
на втором ярусе как бы этой квартиры. Вот небольшая комнатка, ну тоже очевидно что-то типа спальни. Кстати, сохранилась батарея. Здесь обычно нигде никогда нет батареи в этом микрорайоне. Значит, но вот в этой квартире она имеется. Вот такая вот комнатка. Ничего особенного, просто небольшая комната. Идем дальше. Собственно, дальше тут особо и негде пойти. Да, все, вот тут две комнаты наверху. Ванна, кладовка и лестница. А ну стой. Лестница, конечно, мрачная. Вообще, из фильма ужасов. Гулки по Припяти — это почти всегда беготня от различного рода палева. Вот. В этот раз тоже как бы не исключение. Двухэтажные квартиры, братцы, это просто нечто. Я до сих пор под огромным впечатлением. Если ты, мой друг, еще не подписан на канал, я думаю, самое время это сделать. Зелененько. Что-то едет. Что-то едет.